Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем играть Шерлок Холмс, первая глава. Мы с вами закончили, чего мы нашли слона. Да, кстати, я побегала по карте, и вот у нас практически все открыто. Практически все, потому что, ну, вероятно, я в какой-то двор, может быть, не забежала, и, соответственно, какой-нибудь рынок или там, не знаю, газетный киоск не открыла. Ну, это, наверное, пока не так важно. Так, нам с вами надо переместиться в... Так как у нас идет глава-то «Материнская любовь». Угу. Нам надо переместиться в наш особняк. Да, это вот я пока бегала, подслушала немножко, но я как бы не слушала, я их отмечала вот такими вот значками тайными. Тут вот несколько. Какие-то, может быть, конечно, они повторяются, ну, то есть я в нескольких местах услышала там про какого-то священника, еще что-то там такое. Так. Несравненный Шерлок Холмс вновь продемонстрировал образцовое подслушивание. Раскрыть глаза, навострить уши и вперед. Так. Да, мы какой-то памятник нашли. В старом городе стоит памятник Кариму в серебряной руке. Добросердечному пирату. Он грабил богатых и раздавал деньги бедным. Ну, прям... По крайней мере, такую историю мы слышали в детстве. Когда мы проходили мимо памятника, нечто потустороннее, даже призрачное, побудило меня взобраться на памятник. Наверху я нашел загадку в стихах, которая оказалась первой из подсказок, ведущих к сокровищу Карима. Всего загадок было 3. Мы разгадали их и нашли все тайники на острове. К нашему изумлению, в последнем тайнике вместо драгоценности мы обнаружили лупу. А, рука, да, точно, рука. Я там, кстати, какой-то памятник видела, так что мы сейчас посмотрим. Так. Принадлежавший нашей матери, да, мы видели это все. Где-то вот... Нет. Вот этот вот памятник серебряных рудников, да, рудников, не руки. Что тут на серебре людей помешано, что-то. Да, я вот с этим спутала, так что здесь нам такое задание не далось. Угу. Так, прикреплена. Ну давайте мы наш особняк переместимся. Надо еще мебель купить. Я там пооткрывала много магазинчиков всяких старой мебели. Так, спальня мамина. Нам, значит, опять в спальню матери нужно вернуться, вероятно. Я не нарадуюсь нашим новым ковром. Так, ну да. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Ну, легся. Ну, так. Начнем. Что случилось тут? Понятно. Еще что тут случилось? Так, ну вот это похоже на правду, но... Ну нет, значит вот...
Кто еще может быть? Маленький Шерлок? А, я что-то неправильно прочитала, слушайте. Или, ну, то есть... Нет, Шерлока всего облило, да. Брызгало, что-то типа такого было. Я не думала, что надо так... Так. Ну, вряд ли они тут прям пили чай. Я думаю, что вот так было. Ну, что-то, блин, нам пришлось... Я вот туда не плыву. Давайте так посмотрим. О! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Утро 9 апреля выдалось тяжелым. Маму что-то встревожило, и это кончилось истерическим припадком. Она швыряла еду, кричала на врача и называла его лжецом. Мы с Джоном хотели принести ей чай, но я испугался криков. Единственное, что пришло мне в голову, спрятаться у кровати и подождать, пока все утихнет. К счастью, Джон был рядом и успокоил меня. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Ладно, давайте не будем его мучить. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic salts. What is this sailor doing here? Так, ну здесь. It reminds me of my mother. Положили мы на место. Так, это мы осматривали. Это... окно. Bars covering the windows from the inside. Боже мой. Straps on the bed. Just doesn't look right. Так, хозяин идет. Кто ты, человек? Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Ну да, вот это вот сложно не заметить. Блин, как? Хотела посмотреть и забыла, конечно же.
Ах. Ладно. Так, верно, художник в одежде матроса, я так полагаю. Ко мне домой пришел мужчина в одежде матроса и предложил игру. Розовая краска в волосах выдает его причастность к миру искусства. Хоть он и одет как матрос, кожа на ладонях нежная, без мозолей, этот человек не занимается физическим трудом. Ну, канаты точно он не тянет. Мало кто из художников знает, как меня зовут и где я живу. Скорее всего, игру устроил Фогель. В кармане фальшивый матрос держит что-то небольшое, с острыми углами. Думаю, он работает в галерее Фогеля и пришел, чтобы передать мне приглашение. Так, ну вот, думаю, вот приглашение. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favourite part of any conversation. Да. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Мой дорогой Шерлок, вы уже наверняка догадались, что я приглашаю вас посетить мою художественную выставку. Не только ради созерцания прекрасного, но и из нужды в ваших выдающихся способностях. Галерею вы найдете в караван-сарае на перекрестке Базар-Роуд и Гермес-Авеню в старом городе. Искренне ваш В. Фогель. О, Заморская Муза. Так, хочу посмотреть. Опять потом забуду, ну, в общем, ладно. Что же, мне надо журнал. Так, журнал. Продолжим материнскую любовь. Так, букашка создаем известные вещества, это мы делали анализ. Выдалось тяжелым и... Тогда я вспомнила утро, в котором жила мама, Джону стало плохо, его реакция меня встревожила. Да, скорее всего, тогда его придумал Шерлок. Ну, то есть, прям личность ему. Так, крупная душевная организация. Возможно, мамины проблемы с психикой передались мне по наследству и теперь влияют на мой разум. Собак нет пока, да. Так, собачьи бои, теория струн и заморская муза. Что тут? Давайте, кстати, карту галереи. В старом городе караван-сарай. Караван-сарай. Караван-сарай, да, все. Ну, можно будет мебель прикупить. Так, караван-сарай на перекрестке Базар-Роуд и Гермес-Авеню. Так. Базар-Роуд и
Гермес-авеню, Гаразла, Базар-Роуд. А вот Гермес-авеню, где-то здесь. Ну что ж. Давайте. Пошли тогда, ладно. Галерея Фогеля. Знакомая такое, галерея Фогеля? Смотрите! Mr. Sherlock Holmes, I presume. Ай. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estero, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Ну, давай. You have my attention, Mr. Estevaux. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for сейчас you можешь here. идти? Я... And remember, discretion is of the essence. Нет, может, и потом. Сейчас нам... Я хотела... Вот, смотрите, слонишка. Слонишка. Слониха, ладно. Слонишка мне больше нравится. Так. Ну, раз уж мы по пути, тогда давайте сюда забежим. Ну, не так, чтобы сильно по пути, но недалеко от перемещения. You'll never find such magn. Так, My у тебя goods will что есть? brighten up your Для меня? house. Мгм. Enjoy your purchase. Так, нет, не туда. И, Tired of your garden view? да? Sorry, I have nothing to offer you нет. at present. Подождите, там было вроде два. Нет, один. Ну, ладно, ничего страшного. Там дальше будет по пути нашего следования, так сказать. Где еще мы можем прикупить мебель дом. Купить распроданное. Так, наверное, тоже правильно. Удивительно, что вот здесь, вот в этом вот районе вообще ничего нет. Ну, то есть как-то здесь так все прям кишит с этими. Давайте сюда, чтобы рядом. Там где мы ковер покупали, тут же, наверное, что-то для нас новое есть. Don't miss out on Don't miss out on. Да, Merhaba. It's a good day for a purchase. May your purchase bring you joy. У тебя так Let's pick просто something ткань? that suits you. Ладно. Don't leave. Take one more look. Don't miss out on the best carpets on the islands. Так, и. Тут сразу пропало. То есть я здесь могу купить, либо же там. Ну ладно. Где-то галерея Фойгеля. Интересно. И что же здесь? A fresh newspaper? You know where Это вот она и есть? Ну да. to find me.
И оно разве? А, ну на перекрестке. Я ж на перекресток. В аренду сдается лавка. Вот, рыбка разрезана пополам. Так, может быть через дорогу? Тогда... Только же сомнительно, но... А, слушайте, да. Нет, тоже не то. А, Фогель-то это этот же мужик в очках на кладбище. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. И тебе не все равно. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh no! It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes open. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Угу. Так, так. Осмотримся. Ну-ка. Так, ладно, тут смотримся сначала. Я ничего не пропустила? Ну-ка. Так, ну это на выход. Угу. Ай, там, Джонатан. Что за?
You sure you don't like art, Sherry? You sure you don't like art, Sherry? Так, ничего тут нет такого. Да, нельзя, ладно. Так, это подвал. И это сюда нельзя. Ладно, пойдемте в подвал. Ну-ка. Суинберна. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Да, A simplistic attempt at provocation. вот так, наверное, воняет. Жесть. Комната Франка. Понятно. Old and hasn't been used for a long time. Мгм. Мгм. The left step's length is shorter than the right. М. Indicates that the walker was lame. Там 22, а там 24. Мгм. Ну, семя, в общем-то, несимметрично. Может, у него и ноги чуть-чуть разные. A true Представляете? artist never shows an unfinished piece. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Мгм. A handprint of the thing from another world. Thus it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Мгм. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Типа состаривали ее специально. Так. Рыбка. А, вот это место здесь сожжено. A Malpalbot. Мгм. Все знают, да, наверное, что за... Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Мгм. Тогда я тут... Ой. Это вот так. Так, и чё? Мне дальше идти, ладно?
the parasites of creativity, or just a reflection of the artist's recreational interests. Да уж. Ой, вот это что такое? Saturn devouring his son. Grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Ой, да, ценитель искусства стоит. Рыбу ловит. Так. Так, Франка. Ну. А это чья комната? Так. Просто вечером слышал, так, что в галерее я спустился в стол, не стал внимательно осматривать комнаты. Нашли. Мы с женой спустились в подвал галерея Фогеля. Там хранятся художественные произведения, доступные только избранным гостям. Каждая комната названа в честь автора эпохи декаданса. Так, в комнате Свинберна мы нашли гроб со скелетом. Кто-то сдвинул скелет с места и поставил на крышку отпечаток ладони, запачканный углем. По комнате Франка кто-то ходил в обуви, перепачканной углем, шаги в левой ноги короче, что указывает на хромоту. Большинство картин в комнате у Альда сняли со стен. Посреди комнаты куча пепла от сожженных картин, но в новой из рам, похоже, не было холста. Рядом мы нашли окурок сигареты Пэлмэл с угольным отпечатком пальца. Так. Нет? Ладно. Так. Ну, а потом будет еще расследование, потом истории Кордоны, ну и архив. Тоже поделать. Так. Джон, ты ничего не писал, да? А, вот почему ему больно было, потому что, типа, у Шерлока сердце разбито. Так, что же мы... Ой, я туда вышла. Смотрю куда-то. Так. Ну, наверное, все. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Наверное, надо поговорить с этим Фогелем. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Или нет? Так, что-то мы не нашли. Что-то. Пойдите обратно. А, наверх нельзя ведь, да. Свинберна. Так, это мы. Франка. Closed with a metal bolt. Вот, чего мы не увидели. Footprints. Size 9.5. Понятно. Закрыл, и открыл с помощью... Да, так.
там? Магнита. С помощью магнита. Тут что? Вот так. Наверное, судя по отпечатку, больше так подходит, если честно. Ого! Серьезно? Он может так? Нет, скорее всего. Неожиданно. Так. Так, зачем? Система хлоп, система чего тут? Ну, этот сказал, что он тут был. Или же... Нет, тут Фогель был. Он нам сказал, что спускался. И еще где-то что-то горит там. Это же в двух местах. Ну-ка. Да. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatchbolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Так, ну что ж. Кстати, пойдем к Фогелю. Теперь уже, да, можно к Фогелю идти. Вот я чего и ждала, думала, мы вроде как... The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Okay. Mankind's highest achievement above all others is subjective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wilde room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp.
Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Вот. Вот эта надпись мне нравится. Так. Нам надо... Чего? Нам надо в этот... Ой, как называется-то? Ратушу. Ну, типа, где можно узнать адрес. Да. И она... Да, ратуша Кордона, там, в общем, она... Так, малой. Что делать? Всю ночь у него провела, что ли? Провел. Дай кофту. Вот желтая наша. Ну совсем тут недалеко появляется обозначение-то на компасе на нашем. Так. Понятно, почему он у меня вчера никак не обзывался, не обозначался. То есть тут вот это получается еще в процессе игры обозначится, вот этот вот квадрат, прямоугольник, пардон. Так. То есть вот тут любое темное затемнение на карте, оно обозначает что-то, что тут какое-то здание значимое, более или менее для нас. Ну, такие как вот, допустим, ратуша. Так, я чуть не помню, в той стороне, по-моему, справа.
Мгм. Так, вот так. Субъекты. Наверное, местный житель, да, период. Ладно. Или если он художник, он, наверное... Ладно. Район, старый город. И что нам надо? Про занятия, наверное. Ну, посмотрим. Нет, да? Если разное попробовать, тоже нет. Угу. Весьма известен. Ну что там, Никита? Давай, нет? Шерлок так увлекся чтением, что забыл, зачем мы вообще пришли в архив. Чего? I'll be right here. Будет он здесь. Так, может нам тогда... Может нам газетный редактор? Слушайте, правда, наверное, в газету. Если он весьма фигура, этот, как сказать-то, что-то загружается так долго. Так, у нас тут где-то магазин. Давайте сбегаем. Прикупим лошадки. Treasure maps from the governor. Да, мы уже взяли, спасибо. Exquisite furniture for your home. My goods will Давайте. brighten up your house. Ух ты. Ну тут получается все как Enjoy бы your наше. purchase. Оно прям все наше. Фу, лошадка. Как можно? A contest for the guests of Кордона. Да, мы это обязательно уделим этому как-нибудь время. Сейчас мы в редакцию Кроникл направляемся. Кроникл, красивое название для газетки. Да? То есть как хроники, но хроники. Аптека. Так, что мы? Здесь, да. Mr. Holmes, I have something давай. for you. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? Да, давай. I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation, return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Cordona in their clammy grip. The British Empire can abide it no longer.
Mycroft insists they be disbanded, but this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And note well, I did say capture, not kill. Inside your envelope is a map marked with the eel's warehouses. But alas, we do not know in which Friedrich Panzer resides. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering, because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Again, do not enter the wrong location, nor see any harm done to Friedrich Panzer. Miss Ertl, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to... Well, that's perfect. Tortured hero lashes out after rejected romance. Tomorrow's edition will be a sensation. Ой, да. Так, чего тут надо? Складу-то там отмечались. Ладно. Так, надо 3. Все? Нет? Период. Ладно, люди. Так, куда? Весьма известен, знаменитости. Статьи, может, интервью и старый город. Давайте. На прошлой неделе, как называемые сливки творческого общества, устроили очередной скандал. Все началось на выставке продажи картин, которые здешние художники назвали «Дань декадансу». Директор печального дома «Лев» Даррен Тервик нарушил общественный порядок, швырнув в стул художника Бонифация Меркурио, известного своими необычными картинами. Позже мистер Тервик объяснил поступок тем, что мистер Меркурио опозорил его доброе имя. Автор статьи любезно напоминает, что мистера Меркурио и миссис Тервик недавно видели вместе в кофейне. Дирижер Курт Галлахер вступился за друга и надел на голову мистера Тервика картину. Началась драка, к которой присоединились другие гости выставки. Вскоре на место прибыл отряд полиции, великосветских забияк арестовали и на неделю поместили под стражу. Ого! Словом, выставка удалась на славу. От всей души рекомендую приобрести оттуда сувенир на память. Увы, сейчас выставка закрыта, но Бонифаций Меркурио приглашает читателей заглянуть к нему домой и купить приглянувшуюся картину. Вы найдете его на Гермес-авеню между Скарлетт-стрит и Олив-стрит в старом городе. Я думала, вы найдете его по адресу и как-то так чутко. И у нас тут отмечались склады, причем вот отмечались они странно. Ладно. Старый город. Скарлетт, Олив, Гермес. Скарлетт. Где-то вот получается здесь между Скарлетт-стрит и... Так, ну что ж.
Мгм. Я там, кстати, что-то, видимо, тоже не взяла. Как в полицейском участке на стенде висела для меня какая-то... Мгм. Так, я застрял. Ух ты. Давай. М. Good luck, Mr. Holmes. Миха, I'll be где? right here. Подсказал бы лучше. Так, тут, в принципе, негде ничего брать, поэтому ладно. Мгм. Что ж, направимся тогда к Меркурию, к нашему другу. Мгм. То можно будет сгонять сюда. Не помню, что там. Послушать, наверное, надо будет. Конечно же. Так. Да. Куда она? Ну, что? Так застревает по ерунду, капец. Что-то потерял. Типа туда иди. Угу. Тут она? Да. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Знаешь что? Я тебе сейчас скажу. Ну, не, ну вообще такой консьерж, конечно, нормальный. Вообще, очень даже. Ну-ка, тут почти улицу мне показал. Или комнату. No visitors allowed. Так, блин, мне...
Так, значит, так, дождавшись. Замаскироваться и найти нужное место. Если арестовать всех врагов в логове, станет доступно испытание. Этот значок на карте указывает на логово бандитов. Ага, сложнее, чем в сюжетных заданиях. Если не погибнете, то получите награду в зависимости от ваших успехов в бою. Бой, это что? Это плей, что ли? Бой мне настроил. Логова. Сосредоточение. Тут все написано. Так, закрепленным ликом поняли. Карта журнал. Да, значит нам игровой процесс. Я хочу посмотреть сесть, перезарядить, выстрелить. Так. Длительность оглушения. 9-12. Полностью в порядке. Чем выше, тем проще. Давайте так. Получено урона. Давайте включим, можно пропускать бой. Нет, все-таки выключим. И обычно сделаем. Как было, короче, все. Все и заходило, все. Так, я хочу. Ладно. Нам, короче, получается, надо переодеться, потому что вот здесь вот значок стоит. Переодевание. Приглашать читателей заглянуть к нему домой и купить приглянувшиеся картины. Соответственно, надо нам на него посмотреть, да, и купить костюм какого-то рубахи парня. С этим гнездом на голове. Так. Только жильцы. Думаю, я не такой загорелый и неухоженный, как богемский художник. Так, а у нас в гардеробе-то что есть?
преступника, моряка, Шерлок, так. Такая смешная это. Это костюм вампира. Рабочая шпана. Ой, ладно. Так. Есть где-то костюм? Вот там есть. Или здесь. Ну, бежали прямо тогда. Ой, четкий парнишка такой, с полосками. Так. Веселенький какой-то. Пляски. Так. Тем временем нам все прямо вот, да, наверное, одежда. Don't miss out on my unique clothes. Let's pick something that suits you. Так. Так, ни слова больше. Серьезно? Ну я могу... Давайте возьму на прокат. И что я такое взяла на прокат? Ну, безусловно, наверное, оставлю. Be careful with what you've taken. Жесть такая. Nice affordable clothes. Step right up. Так, я, получается, беру эту одежду на прокат до... Пока не выйду, получается, оттуда, да? То есть вот вышла и все, и она уже мне не в прокате. Не прокатная одежда становится. Думает, что она с ним спутает его, что ли, или что? Так, что ли, получается? Boniface, sweetie. Is that you? Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Давайте меньше слов. Туда? Нормально. Ну, которая наша? Я что, тоже дух... Да. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. The chest has been searched. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Да, вряд ли это коллекция. I wonder where he got that fancy camera.
It appears the wine was truly awful. Так, тоже что ли? Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Угу. Так. Господи. А, ну это потому что все и так уже поняли, что он не настоящий, да? И теперь можно ему кривляться как... Ого. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Ну, остальное значит... Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Тут проявлялся The фоточки. photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Ну, тот самый. Да. Так, что тут у меня здесь на... Ну? Red skin, tails on the back, reminds me of Werner's description of the stolen painting. Ага, вот она. Ой. Тут чё? А, ну вот тогда, да, логично, что вот он подбегает, его ударяет. Или... А, да, вот так логично-то, конечно, да. Я подумала тоже наоборот. Ну, конечно, ага. Ну, наверное, так. То есть он слышит, что тот там копошится, выбегает, бьет его бутылкой. Тот защищается ножом и бьет его, получается, ножом в шею. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming,
While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Зачем понадобилась картина? Да-да-да. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Весьма. Так, топора. It's time for some chemical magic, John. Понятно, что делать надо. Или нет. The photograph was not pulled out in time. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Все понятно. Так, нам, может быть, запачкана кровью. Ну что, химический анализ чего сделать? Я что-то не поняла, если честно. Так, значит. Ага, 4, 3, 4. Так. Вот этих. Так. 4. Если, получается, и треугольников 4 надо. 3 треугольника. Так, значит, это и как так. А это что? А, 3. Этого 3, этого 3, 4. Блин. Так, как же. У нас... То есть вот этих вот 3, может быть, как-то получается 1,
если вот этот убрать и вот этот убрать, и вот этот убрать и поставить только вот этот вот, этот и так, так получается 3 минус 5, то есть так. Ага. То есть тут надо минус. Так, минус 2. Если вот так. Ой, не могу никак сообразить совсем. Так, получается у нас 3, 5, 4. 4 нормально. Тут 1, тут минус 2. Ой, так, значит, может быть вот этот. Может, изначально вот этот такой взять. 5, значит, если так вот минус. Если так, 3, 3. Сюда 1 получается так. Ой, да, я сейчас буду тупить и тупить. Как обычно, короче, все. Так. Ладно, да, я просто хочу красивенько все расположить. Зачем? Нам надо добавить, получается, красных. 4 красных и 1 синий. Блин, ладно, допустим. Три цветки. Красный и синий. Один. Ой. Если так. Угу. Это что? Ага. Минус вот этот вот один.
Мне опять вот эта штука делает, конечно. Нет, не хочу пропускать, хочу допереть сама. Так, ладно, давайте я чуть пропущу этот момент. Что ж, наконец-то я добилась. Добилась. Я, наверное, не знаю, сколько времени я это убила, но я добилась правильной формулы. В общем, запоминайте. Так, я удалил кровь с картины с помощью реагентов. Это интерьер комнаты Меркурия. Это, в принципе, было понятно и без этого. Но я просто в никуда столько времени потратила. Ну, зато вот. Молодцы. Что ж. Так, Шерри. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel Ладно, where it давайте belongs. поставим обратно на мольберт. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Два различия. Это нет второго черепа, кружочка вот прям над кувшином. Ну и еще одно различие. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Не знаю, это еще одно различие какое. Может, то, что стула нет? Не знаю. Правда. В общем, друзья, на этом мы заканчиваем эту серию. Смотрите, наслаждайтесь. Кстати, появился слоник. Я не знаю, был он здесь или нет. Но сейчас вот он появился. Яичко, слоник. Наверное, в процессе будут появляться. По-моему, не было никакого слона. То есть был револьвер и все. Потом вот я увидела яичко, да, и сейчас появился слоник, так как мы закрыли, да, золотая клетка, задание. Прикольно, да, классно. Да, прикольно. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Пока-пока.